Крупный удар по Украине. Петербург затопило кипятком, пострадали люди. Доллар выше 105 рублей. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, расскажу о главных событиях к этому часу. Российские военные ударили дронами шахед по Тернополю. Мэр города Сергей Надал называет ситуацию худшей с начала войны. В городе после налета дронов пропало энергоснабжение, и неизвестно, когда его смогут восстановить. Также в Тернополе пропало водоснабжение. Водоканал ведет ремонт. Вместо троллейбусов на время отключения электричества в рейс вышли автобусы. В городе снова открыли пункт обогрева. Еще более 10 дронов этой ночью уничтожила система ПВО над Киевом, сообщили в городской военной администрации. Предварительно жертв и разрушений нет. Всего Украину атаковало почти 200 беспилотников. ВСУ зачистили Купянск от российских солдат, сообщил мониторинговый проект Deep State. Информацию подтверждают и Z-блогеры, например, Юрий Подоляка или вот Сергей Марков. Купянск. Армия России была вынуждена оставить тот плацдарм, который она неожиданно броском захватила несколько дней назад в самом городе Купянск, в районе Заосколья. Это говорит о напряженности боев. Это Харьковская область. Купянск находился под полным контролем российских войск с 27 февраля по 10 сентября 2022 года. После этого за него шли бои. Российские войска усилили атаки на город месяц тому назад, но не достигли успеха. Отмечается, что при этом в последние дни они продвинулись в Донецкой области Украины. Великобритания направила Киеву десятки ракет Storm Shadow. Это произошло несколько недель назад, когда у ВСУ закончились запасы дальнобойных снарядов, сообщает издание Bloomberg. Это первая поставка при новом премьер-министре Великобритании Кире Стармере, который занимает пост с июля. Издание отмечает, что ракеты направили в Украину еще до того, как Киев получил разрешение на удары ими по российской территории. Публично о поставке не сообщалось. Впервые ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по России 21 ноября. Пострадала Курская область. Целью стал санаторий управделами президента в Марьино, в котором, по данным разведки, находился командный пункт управления российской группировкой в регионе. Убил дочь, но вместо тюрьмы отправился на войну. Житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в тяжком преступлении, вдруг снова появился в соцсетях и похвастался фотографией с фронта. Вот он, это Дмитрий Суворов. Его задержали 8 сентября. Соседи сообщили полиции, что мужчина в белой горячке хватается за острые предметы. Он открыл дверь сотрудникам ППС пьяным и с порезами на лице. А в квартире нашли тело его 18-летней дочери. На теле девушки было не менее 58 ножевых ранений. Вы подозреваете в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ по факту убийства вашей дочери. Существо подозрения вам понятно? Да. Признаете вину? Да. 11 сентября Суворова арестовали на 2 месяца, а уже 19 ноября в его соцсетях появились фотографии с оружием и в окружении сослуживцев. Ранее Суворов уже был судим за угон, разбой и похищение. В Петербурге наводнение из кипятка. Есть пострадавшие. Мощнейший разлив кипятка случился на улице маршала Захарова в Красносельском районе. Авария произошла около 3 часов ночи. Почти всю улицу мгновенно залила вода. По словам свидетелей, люди выпрыгивали из машины, пытались пересечь горячую реку на ногах. Оказавшись в эпицентре разлива, многим пришлось забираться на капоты машин, чтобы спастись от кипятка. Несколько человек получили ожоги. 3 пострадавших доставлены в НИИ скорой помощи. Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Барнауле Алтайского края. Там из-за прорыва трубы на Новороссийской улице начались массовые отключения холодной воды. Последствия аварии затрагивают почти половину города, около 1000 жилых домов. Также затоплено несколько дорог. Дать воду в дома обещают не раньше завтрашнего утра. Настоящая зима в якутском поселке Тикси. Там настолько усилился ветер, что власти закрыли школы и детские сады. Также запрещено выходить на работу женщинам, чей труд не связан с, цитата, непрерывным производством. В поселке и бухте Тикси 20 градусов мороза, порывы ветра достигают 38 метров в секунду.
Кремль вычеркнет движение «Талибан» из числа террористов. На сайте Госдумы нашелся вот такой законопроект. Он позволяет изменять статус организации, когда бы то ни было включенных в черный список Минюста. «Талибан» оказался в нем еще в 2003-м, что, впрочем, не мешало все последние годы лидерам радикального движения посещать Россию и становиться почетными гостями всех путинских форумов и саммитов. А в минувшем мае уже и сам Путин впервые лично высказался в поддержку исключения талибов из числа террористов. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалий. После захвата власти в Афганистане талибы ввели в стране шариат, казнили всех неугодных и приняли десятки законов, нарушающих базовые права людей. Например, месяц назад они запретили женщинам разговаривать с другими женщинами, а летом изнасиловали на камеру оппозиционную активистку, которая выступала за право девочкам ходить в школу. Но террористы для Путина и Кремля, тем не менее, не они. А вот, например, журналистка Надежда Киворкова в минувшую пятницу ей продлили арест до 5 января. С мая этого года 65-летняя женщина находится в СИЗО. Или еще шеф-редактор как раз вот этого самого выпуска Ринат Давлетгильдиев, тоже террорист. Впрочем, ценности современной путинской России действительно куда ближе к талибам. В Курганской области ввели штрафы за так называемое склонение к абортам. Местные депутаты проголосовали единогласно. Местное издание 45.ру называет закон, цитата, «защищающим беременных женщин от абортов». Штрафы для граждан составят до 10 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для юрлиц до 200 тысяч. Ввести их просила организация «Союз православных женщин», называя право на аборт частью гибридной войны против России. Добавлю, такой же запрет действует еще в 13 регионах. Курс доллара побил очередной рекорд. Впервые с начала войны он превысил порог в 105 рублей. Вот графики торгов на бирже сегодня утром. Доллар 105,5, евро 110,5. Так много не было с марта 2022. Курс рубля продолжает снижаться уже месяц и в последние дни лишь ускоряет падение. Очередным ударом по российской валюте стали американские санкции против «Газпромбанка», который обслуживал весь экспорт энергоресурсов на Запад. Аналитики рынка считают, что и возможный курс 120 рублей за доллар не предел. Российские власти тем временем успокаивают народ, мол, все под контролем. Министр финансов Антон Силуанов на вопрос о росте ставки и падении рубля посоветовал просто думать о хорошем, а деньги хранить в облигациях федерального займа. Главные уголовные дела против избранного президента США Дональда Трампа закрыты. В Белый дом Трамп войдет не уголовником. Спецпрокурор Джек Смит обратился в суд с заявлением о закрытии федеральных уголовных дел о попытках вмешаться в выборы в 2020 году и неправильном хранении секретных документов. По просьбе спецпрокурора дело должно быть прекращено до инаугурации. Демократы уже назвали такое решение позором. Напомню, сам Трамп обещал уволить Смита, как только вновь займет свой пост. Избранный президент всегда настаивал на своей невиновности. Основное обвинение против Трампа сводилось к соучастию в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в здание Капитолия. Тогда в беспорядках погибли несколько человек. За всю историю Соединенных Штатов против президентов страны, начиная с Джорджа Вашингтона, было заведено 97 уголовных дел. Из них против Дональда Трампа 97. Актриса Ирина Горбачева поучаствовала в разговорах о важном или, по-простому, во всероссийских уроках пропаганды. Ну а сейчас давайте поговорим. Давайте сейчас каждый из нас расскажет, что ему мешает и на что он сердится. Этот ролик с Горбачевой российским школьникам показали вчера. Он посвящен буллингу и снят по инициативе движения первых, путинского аналога советской пионерии. После начала войны Горбачева писала посты с призывами к миру и вместе с мужем, солистом украинской группы Quest Pistols, покинула Россию, но затем вернулась. И в январе этого года в интервью YouTube-каналу Мадонна Мур заявила, что является частью системы своего государства и поддержала путинскую войну. Я не хочу отнекиваться и говорить, типа, не-не-не, я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своего государства и часть своей страны. В недавнем интервью еще одной сторонницы войны Юлии Меньшовой Горбачева призналась, что из-за политических разногласий разорвала связи с большинством друзей, в том числе с бывшей лучшей подругой Марией Машковой, осудившей войну. Ты называл своей подругой Машу Машкову. Вы остаетесь друзьями? Нет.
Сразу после войны Горбачева попала в черный список артистов, выступивших против российской агрессии, но была исключена из него после того, как режиссер Никита Михалков лично замолвил за нее слово перед Кремлем. Актриса родилась и провела детство в разрушенном российской армией и оккупированном Путиным Мариуполе. Что же, это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, тут еще много интересного. Смотрите другие ролики, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя. Пока-пока.